Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же говорят за вашей спиной окружающие? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. У вас сейчас начался в жизни новый жизненный этап. У каждого это будет, конечно же, свой период. У кого-то он недавно начался, у кого-то это уже какой-то, может быть, срок прошел, да, месяцы, у кого-то годы. Кардинальные перемены в жизни. Причем эти перемены пошли вам во благо. Поначалу вам могло казаться, что все, весь мир разрушился. Да, это связано было с женщиной, на которую вы, в буквальном смысле слова, наверное, все-таки молились. Молились в том смысле, что слишком сильно любили, слишком сильно кружили. Но, как правило, такое отношение почему-то, к сожалению, не ценится. Поэтому у вас произошел разрыв, мы не будем особо копаться в грязном белье. Но однозначно могу сказать, что эти перемены пошли вам во благо. Кто-то из вас уже начал это понимать, да, что перекрестились и сказали спасибо Богу, что отвел пораньше. Кто-то реально, кто-то из вас, да, переосмыслил вообще свою жизнь, да, переосмыслил свое поведение, свое отношение к женщинам. В первую очередь, конечно же, переосмыслил отношение к женщинам. Я думаю, вы извлекли из того, что случилось в вашей жизни, довольно большой такой серьезный урок. Теперь вы, возможно, даже окружающим говорите, что нет, я больше так относиться не буду к женщинам, я не буду так вкладываться в них, я не буду залюбливать до такой степени. Ну, здесь по большей мере, конечно же, говорит боль и обида, которая может идти с вами спустя месяцы и годы. Здесь как бы у боли, у обиды, да, вот этого, вот этот осадок, который у вас имеется после вашей ситуации, здесь срока как такового нет. Поэтому здесь кардинальное такое переосмысление всей жизни, взаимоотношений с людьми, с женщинами. И еще может проигрываться, что вы решили, в общем-то, осознанно решили, либо же вообще всю дальнейшую жизнь, либо какой-то период пожить исключительно для себя. Вот свое удовольствие. Причем я думаю, что многие из вас могут реально получать удовольствие от того, что никто не выносит мозг, никто не контролирует, никто не устраивает скандалы, да, то есть вы морально отдыхаете. Вы все больше с каждым днем начинаете понимать, что реально одному хорошо. Одному-то хорошо, но знаете, вот и смех, и грех. Одному-то хорошо, конечно же, но может проигрываться, что периодически-то вы подсматриваете за бывшей, да? Ну, подсматриваете в каком смысле? Это могут быть соцсети, да, вот странички, это могут быть какие-то расспросы общих знакомых, как она поживает, есть ли у нее кто-то, вообще о ее жизни, да. Кто-то может даже в прямом смысле слова из-за угла смотреть, если вы рядом, допустим, живете. Это говорит о том, что есть некоторая такая ностальгия, да, вот как бы вам не было хорошо одному, как бы вы ни кайфовали, может проигрываться такой момент, как ностальгия, да, вот скучание, если по-простому, да, вот какая-то тяга, еще ниточки между вами еще, может быть, до конца не оборвались. Поэтому интересуетесь, поэтому и расспрашиваете, поэтому, может, даже следите и подсматриваете. Здесь может даже проигрываться ревность к другим мужчинам, хотя все разошлись, да, ревность может быть. Здесь общение с детьми, дети это ваше все, дети это ваша радость, у кого вот есть дети, да, это солнышко, это ваша отдушина. Здесь могут проигрываться моменты, когда вы детей, либо же к себе забираете на какой-то период, может быть, кто-то на выходные забирает, либо там, я не знаю, на день, на полдня забираете.
И вы, ну, отрываетесь по полной. Вот именно с детьми как раз вот вы отрываетесь, вы превращаетесь в того шаловливого мальчишку, каким вы есть еще в душе. Вы отлично вообще, знаете, вы не просто дурачитесь со своими детьми, вы отлично справляетесь вообще вот и за папу, и за маму. Вы можете и накормить, и постирать, да, ну, вплоть до того, что, я не знаю, там, ну, косички, если у вас есть дочка, то вы можете и косички, там, хвостики заплетать, ну, получше любой женщины. Причем у вас это в удовольствие происходит. Дети, это, наверное, вот на сегодняшний день такая самая большая ваша отдушина. Вы, несмотря ни на что, знаете, вот кайфовать-то вы кайфуете, но как-то вот вы все-таки глубоко в душе вы надеетесь, что все-таки придет момент, и может быть случится чудо, и в ваши двери тоже постучится счастье. Вы человек, знаете, вот вы вообще такой, ну, очень податливый. Очень податливый человек, особенно это в отношениях. Вы человек, который вот, вы очень любите делать сюрпризы. И это касается не только женщин. Это могут быть сюрпризы родителям, там, детям, друзьям, приятелям. Это, конечно же, будут приятные сюрпризы, и, знаете, вот вам в удовольствие сам процесс, выбирать подарок, да, вам в удовольствие смотреть, как тот человек, кому вы дарите этот подарок, как, ну, сияет от счастья, да, как прыгает, может быть, ребенок тот же до потолка, да, папа угадал с подарком. Ну, то есть вам вот именно выбор, сама покупка подарка доставляет какой-то такой, ну, своеобразный кайф, так назовем. Вы человек, который довольно неплохо готовит, но, в принципе, вы не против, если вам бы кто-то принес кофе в постель, завтрак в постель. Хочется иногда расслабиться, хочется иногда оттянуться, но другое дело, что нет такой женщины, которая могла бы на сегодняшний день, да, которая могла бы реально приносить вам завтраки в постель. Поэтому, ну, как-то по большей мере приходится пока самому, приходится вкладываться, знаете, еще может быть такой момент, вкладываетесь в свое саморазвитие. У кого-то это могут быть посещения каких-то курсов, это повышение квалификаций, это могут быть даже, кстати, поездки, путешествия. Ну, два в одном, с целью и отдыха, и, ну, познания мира, назовем это так. Вы живете, ну, скорее всего, я думаю, большинство из вас живут с четвероногим другом. У кого-то это котики, собачки, да, у кого-то, может быть, я не знаю, там попугаи, канарейки, крокодилы, ну, то есть животных вы любите. Животный – это ваш такой, ну, надежный друг. С животным вы можете реально и поговорить, да, вот вы можете и пожаловаться на судьбу злодейку. Вот со своим таким вот другом четвероногим вы можете реально быть сам собой. Потому что в вашем окружении я пока не вижу человека, который, ну, может хранить все ваши тайны. Вот я не вижу такого, знаете, либо же очень близкого друга, либо даже среди родственников. Ну, нет такого человека, которому можно на 100% довериться. А вот котики, собачки ваши, это да, это можно потискать, это можно там пожаловаться, поговорить, да, ну, то есть это такая ваша маленькая еще одна радость. Итак, давайте будем разбираться, ребятушки, что же за вашей спиной говорят окружающие. Вот каким вас вообще считают люди. И снова вы император. Вас считают, в принципе, сильным мужчиной, даже самодостаточным в какой-то мере, да, особенно это касается, вот если у вас есть своя там машина, квартира, ну, если более-менее так средний, либо же выше среднего уровень дохода. Кстати, женщины к вам неравнодушны. Но вы особо как-то не замечаете женщин, вы можете пофлиртовать, пороманить, но это так, все это настолько несерьезно, это, ну, знаете, это скорее развлечение, это скорее для здоровья, ну, как угодно называйте. Вот дамы сердца сейчас на данный момент я не вижу.
Женщины, которая могла бы вот претендовать на ваше сердце, я рядом с вами не вижу. Хотя, смотрите, поскольку это общий расклад, еще один акцент, да, вот такой момент. У некоторых из вас может быть сейчас начало каких-то отношений, да, то есть это, возможно, появление рядом с вами новой женщины, но это период самый такой, ну, конфетно-букетный, это больше романтичный, это самое начало, это такой период, когда вы присматриваетесь. Давайте сейчас уточним все-таки. Да, у вас период сомнений. Вам очень хочется, чтобы это была судьбоносная женщина. Но вот тяжело довериться, да, вот окружающим женщинам, с которыми вы, ну, теми или иным образом пересекаетесь, да, вот с кем вы там знакомитесь, может быть, кто-то на сайтах сидит, в душу вы не пускаете. Вот не пускаете. Это какой-то период сомнений, период какого-то такого своеобразного, ну, кастинга, что ли, я даже не знаю, как назвать. Вас считают, в принципе, довольно таким, знаете, ранимым человеком. Человеком, который очень близко берет все близко к сердцу. Человек, который, знаете, переживает и по поводу, и без повода. Я не могу сказать, что вы прям так будете убиваться за женщиной, да, но вот за детьми вы будете безумно переживать, скучать, да. Вот за детьми как раз вы будете с ума сходить, и не дай бог что-то случится. Хотя и за женщиной, да, вы в свое время вы переживали. Очень бросается в глаза, когда вы без настроения, да, окружающие это видят. Очень бросается в глаза, когда вы несчастны, да, бросается в глаза, когда, особенно это был период, вот когда у вас было разрушение семьи, да, окружающие видели, потому что это потухший взгляд, это совершенно такое, знаете, ну, поникшее выражение лица, это абсолютное какое-то отсутствие эмоций, это все считывается. То есть вы человек, которого очень легко считать. Вот окружающие, ну, просто на раз-два считывают вас. Несмотря на вашу силу, знаете, вот как-то вот так повелось, что особенно женщины, которые вас окружают, они давно поняли, что вы настолько вы сильный, настолько вы можете быть и слабым. То есть вот это ваша податливость, ваша доброта, да, вот уступчивость, какой вы бываете и на работе, и в семье, ну вообще с окружающими. Это настолько очень так чувствуется, ну просто на энергетическом уровне, поэтому вы попадаете иногда в просак именно вот из-за своей доброты. Это такой, знаете, сильный мужчина, но чрезмерный добряк. Вот так вот, наверное, если можно назвать. Женщины, вот женщины как раз больше всего, наверное, вот по жизни, они это видят и вьют из вас веревки. На работе, смотрите, на работе тоже точно так же прекрасно это видят, что вы человек, на котором, ну, в каком-то смысле слова можно ездить. Вы всегда можете и выручить, вы всегда можете помочь, подсказать, да, вы с легкостью можете, допустим, если нужно, кого-то заменить, да, допустим, выйти там в другую смену, ну, к примеру, да. Вы можете быть человеком, который, ну, порой безотказный. Вот еще, знаете, у вас есть такой момент, что вы не умеете говорить слово «нет». Это ваша такая слабинка. Вот вы не умеете говорить слово «нет». Окружающие, естественно, это считывают. Вы человек, который скорее, знаете, пойдет на какие-то уступки, что ли, но пойдете в ущерб себе. Вот вы сделаете, может быть, поможете чем-то, да, другому человеку. Пусть вам это будет не очень, ну, не очень, может быть, приятен человек, да, вы все равно поможете. Даже если человек вам что-то, ну, такое, я не знаю, обидел каким-то образом, вы все равно, вы не будете злом на зло отвечать. Вы такой человек, который делает все, ну, как-то безвозмездно, да. Вы порой, знаете, у меня такое ощущение, что вы порой даже деньги одалживаете и, может быть, даже говорите, что да ладно, не отдавай, если это какая-то небольшая сумма,
и вы знаете, что человек, которому вы одолжили, что он нуждается. Вы можете даже так сказать. То есть, ну, настолько, вот, понимаете, ну, это сверхдобряк. Хотя вы император. Это такой, ну, чересчур, наверное, добродушный император вы у нас выпадаете в раскладе. Так, каким же еще вас видят? Смотрите, вас считают также человеком очень таким целеустремленным. Особенно это касается, ну, в принципе, это и работы, может, и отношений касаться. Женщины, вот, которые вам симпатизируют, они почему как-то вас немножечко так и побаиваются, вроде бы и флиртуют потихоньку, но они чувствуют вот вашу мужскую силу и понимают, что если вы будете заинтересованы, да, то вы, конечно же, вы откликнетесь. Если же вам женщина не интересна, вы как-то так будете морозиться, вы будете на своей волне, вы не будете поддерживать шутки и так далее. То есть вы не ведетесь особо на флирт. Это женщины тоже прекрасно понимают. Далее, про ранимость я сказала, да? Теперь, смотрите, в вашей жизни, вот еще такой маленький как бы прогноз, не прогноз, да, снова вот показывает, это то, что я говорила в начале еще в сигнификации. Вот женщины почему вас сторонятся немножко? Ну да, флиртуют так по чуть-чуть, но особо так не атакуют. Потому что от вас исходит, ну реально на энергетическом уровне исходит, понимаете, такой вот посыл своеобразный, что вы хотите побыть один. Это тоже чувствуется, это считывается. Они понимают, я уже не раз говорила, что женщины очень хорошо именно вот на энергетическом уровне чувствуют мужчин, поэтому за кем-то они бегают, за кем-то нет. Смотрите, считывается то, что вы хотите побыть один, что вас не интересуют отношения. Понимаете? Как бы они там ни бегали за вами, что бы они ни делали. То есть вы себя ведете так, что окружающие, ну, не считают вас там каким-то ловеласом, они не считают вас каким-то там гулякой, да, мужчиной, который меняет женщин как перчатки. Нет, абсолютно. Знаете, вот с одной стороны к вам люди тянутся, с другой стороны, вот как-то побаиваются, особенно вот женщины. Ну, побаиваются в каком смысле? Вот именно атаковать, проявлять больше инициативы, да? Это может быть потому, что еще есть какая-то вот грустинка в глазах, потому что, ну, настрой не тот, да? Вот нет той самой открытости, которая должна быть, нет открытости к новым отношениям. Поэтому женщины как раз побаиваются. Давайте вот отдельно, мне почему-то хочется сейчас напоследок в двух словах посмотрим ваших вот друзей-приятелей, если у кого есть. Смотрите, отношения вот друзей-приятелей к вам, вот отдельно я хотела уточнить. Смотрите, я не могу сказать, что у вас есть настоящие такие прям супер-пупер близкие друзья. Ну, один, может быть, у кого-то и есть. Помимо того, что вы особо не доверяетесь людям, да, как я уже говорила, ну да, приятельствовать можно, но вот близкого такого друга, с которым вы могли бы так на все 100% поговорить, обсудить, да, я все-таки склоняюсь, что нет. Хотя есть вот и компания может быть, с кем можно там и в рюмку чая заглянуть, и посидеть, и порыбачить, да, вот такие вот тусовочки у вас могут быть. Но настоящий друг это нет. Это далеко не у каждого из вас. И то, я думаю, даже вот этому единственному своему такому близкому другу, но я думаю, на 100% вы ничего не рассказываете, потому что, ну, есть все-таки момент недоверия. Особенно недоверие после того, что вы вот пережили с вашей женщиной, поэтому у вас как-то вот, ну, кардинально поменялось отношение к людям и не только к женщинам. Поэтому очень осторожничайте. Здесь, ну, реально, скорее всего, знаете, вот самым искренним вы бываете, наверное, все-таки с четвероногим другом. Вот как это не печально звучит, но это так, к сожалению.
Вот, ну, нет доверия. Я не вижу какого-то стремления, да, вообще чрезмерно в загулы ходить, да, даже с друзьями, вот. Да, иногда можно посидеть, там какая-то мужская компания. Ну, знаете, я все-таки склоняюсь, что сейчас вот и чем старше вы становитесь, вот вам все более комфортно быть наедине с собой. Хочется какого-то уединения, хочется какого-то покоя, да. Надоели вот эти все житейские проблемы, суета, женские выносы мозга, да. Ну, то есть в таком вот плане. Хочется тепла и уюта, да где же его взять? Поэтому вот вы выбрали такую стезю, выбрали, что ну вот как пойдет, так пойдет. Вот у нас выпало даже колесо фортуны, и вы считаете, что ну вот если когда-нибудь суждено мне найти любимую, да, встретить ее, тогда да, конечно, я буду с ней. Если же нет, то нет. Поэтому это ваш осознанный выбор на какой-то период уединиться, да, либо же вообще, ну, я не скажу, что уйти в отшельники, в монахи, конечно же, нет. Но это ваш осознанный выбор, да. Хочется покоя. Уж слишком много суеты и проблем было в вашей жизни. А как дальше сложится, это уже совершенно новый расклад. Вот такой расклад был сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!